Кошмары. Думаю, вы все в курсе, что это такое. Но для тех, кому не снятся сны, я, пожалуй, объясню. Кошмары. Это как смотреть страшный фильм в детстве, когда ты все еще был способен бояться ужастиков. Только вот выключить этот фильм не всегда удается. Сегодня я вам расскажу в целом о моих кошмарных снах, какими они бывали и почему теперь я даже радуюсь им. Вы слушаете бред какого-то там наркомана и добро пожаловать на канал. Для начала я бы хотел рассказать вам, о чем будет этот канал. Если вам это не интересно, промотайте до этого тайм-кода. Я собираюсь заниматься блогерской деятельностью, рассказывая что-либо из жизни, рассказывая мнение о чем-либо, к примеру, вышла какая-то игра и захотелось рассказать свое мнение о ней. По сути, контент, который я буду делать здесь, он будет очень похож на контент Добряка, только выполнен он будет с помощью нейросетей. Я, конечно, мог бы взять и рисовать персонажа какого-то, придумать себе маскота, но почему бы просто не довериться новой технологии под названием нейросеть и не делать красивые, приятные глазу картинки? Также эта технология идеально подходит для реализации такой темы, как быстрое, легкое, точное, красивое визуализирование сна. Это будет основная рубрика моего канала, потому что я придумал такую идею, как интересно показывать и рассказывать о своих снах. Такая рубрика вполне будет бесконечной, потому что снятся сны будут тебе всю жизнь. И я могу всегда записывать какой-либо новый сон, который сочту интересным и увлекательным для остальных людей. Лично я этим уже давным-давно занимаюсь, где-то 2 года, и я просто брал, записывал сон, который мне приснился у себя на странице ВКонтакте. Я не знал, зачем мне это делать, будет ли это кто-то читать, будет ли это кто-то смотреть, лайкать и так далее. На популярность я там и не рассчитывал. Но теперь у меня есть огромная куча записей о моих снах, о которых я могу просто взять и рассказать вам. Я не люблю просить ставить лайки, подписываться, комментировать и так далее. Но по опыту с моим предыдущим каналом я понимаю, что без этого никак. Но единственное, о чем я бы хотел напоследок вас спросить, это не подписываться на меня, если вам не интересен подобный контент. Как вариант, просто поставить лайк, и в будущем я вас все еще буду висеть в рекомендациях. Я надеюсь на ваше понимание, но теперь приступим к теме видеоролика. Большинство людей не помнят свое детство, и я, конечно же, не исключением. Лично у меня такая вообще странность, что я помню свое детство буквально ровно с 5 лет. И когда мне было 5 лет, я прям таки просто взял и включился. Просто включился. Я не знал, что было до этого, я знал, что меня зовут Саша, я знал, что это моя мама, что это моя сестра, но что было до? Что было месяц назад, что было неделю назад, что было вчера? Я просто взял и включился. И самый ранний страшный сон, который я помню у себя, это был вот такой вот сон. Да, мне снилось, как на меня со всех сторон смотрят какие-то глаза. Меня пугал сам факт того, что эти глаза — это какая-то сущность. На что не посмотришь, какая бы поверхность ни была, стол, стул, одежда, потолок, везде глаза. Я не знал, что это, но это явно был воодушевленный предмет, и я будто бы находился внутри какого-то монстра. Начался сон вообще с того, что я просто взял, проснулся, встал и начал видеть, что на поверхностях комнаты начали появляться глаза. И все эти глаза смотрели только на меня. Я пытался убежать, пытался дернуть за ручку двери, но там тоже появлялся глаз. И еле-еле как выбрался снаружи дома, и дальше я проснулся, к счастью или к сожалению, потому что, как по мне, это довольно уникальный сеттинг. И я до сих пор не понимаю, почему я никогда еще в жизни, вообще никогда в жизни, не видел ни у кого, ни каких-нибудь фильмах, сериалах и так далее, чтобы просто брали и огромная куча глаз появляется где попало. Единственное самое похожее, что я видел в своей жизни, это прошлогодняя игра Stray. Там тоже были глаза, которые смотрели прямо на кота. Но они были на живых тканях существа, а не где попало. Навряд ли этот сон вообще как-то связан с моими психологическими проблемами в жизни. Потому что, на тот момент у меня их еще не было.
Дальше мне просто различные кошмарные сны, конечно же, снились, но я их уже не помню. Но парочку снов, а точнее их повторения, я запомнил. О каком повторении речь? Я имею в виду, что у меня бывает, довольно очень часто бывает такое, что мне снится повторно один и тот же сон. Ну или какое-то событие в этом сне. Просто либо одна и та же местность, либо одно и то же происходящее, либо, ну, еще что-то. Он тупо просто берет и просто повторяется, но с различными изменениями. Самый интересный из них и довольно очень страшный для меня в те времена был сон про Аватара. Не Аватара из мультика, а прям сам Аватар, который из фильма Джеймса Кэмерона. Только вот сейчас, вспоминая об этих снах, я сижу и задаюсь вопросом, а каким образом у меня в голове возник этот образ до выхода фильма? Потому что я помню, что мне примерно начали сниться такие сны где-то с 6 лет, потому что один из вариаций этих повторов был в детском садике моем. Ну то есть сценарий у этого сна такой. Ты берешь, что-то происходит, тебе просто снится сон, ты что-то делаешь, т. Ну, в общем, тебе снится обычный, обыкновенный сон. Первый раз это было просто, я то ли с мамой, то ли в одиночку от дома шел до детского садика. Ну, просто, ну, знаете, ребенок надо до детского садика, чтобы сидеть там. И на входе детского садика или я не знаю кто. Вспомнил. В общем, один из воспитательниц или не воспитательниц, в общем, какой-то человек, может даже просто такой же ребенок, как я вроде как подошел к нему, и он взял и превратился резко в большого, взрослого, синего аватара. Просто взял такой и трансформировался в него. Это существо было с каким-то копьем, которым она собиралась меня убить. А знаете, каким способом? Он просто брал меня за шиворот или... Ну, в общем, просто взял меня, резко прыгал очень-очень-очень-очень высоко, прям очень быстро высоко прыгнул вместе со мной. Прям в воздухе берет это копье, ставит его в мой живот, и мы начинаем падать. Это копье придерживает меня, я не могу ни увернуться, не могу убрать его с себя. Я просто стремительно падаю на землю, я не вижу, когда даже приземлюсь. И это копье, как только я приземлюсь, оно проткнет меня насквозь. И самое страшное для меня в этом сне было то, что этот аватар постоянно орал в этот момент. Ну, в общем, у меня тут мама спит сейчас, пока я записываю, и... Да, я живу не отдельно в квартире какой-то. В общем, ла-ла-ла-ла-ла или ара-ра, в общем, как-то по-индейски или... В общем, орал он. Прям очень сильно орал, и меня это сильно большой страх выводил, потому что, по сути, это громкие звуки для ребенка, который не привык к громким звукам вообще. Потом этот сон повторился во второй раз. Я во сне играл в Far Cry 2. В принципе, можно подать и выдохать для игры и понять, в какой момент мне приснился этот сон. Наверное, через год, через 2 года. В общем, взял, приснился, и я просто плавал по воде на лодке. В общем, я не помню, что я там делал до, но я подходил к каким-то солдатам, ну, скорее всего, вражеским. И один из них был тот же самый аватар. Он взял, резко трансформировался в большого, ну прям по размерам ровно как аватар, и все повторилось. Он подкинул меня высоко-высоко и начал на меня давить хорошенько, пока я падаю, ну, давить палкой, то есть. Все прям повторилось, и я в этот момент просыпался еще до того, как приземлиться. Я тут подумал, вы, наверное, сейчас такие думаете, что я боялся аватаров. Нет, я не боялся их. Ну, то есть, я спокойно смотрел этот фильм, у меня не было прям большого страха к ним. Я не знаю вообще даже почему мне снился этот аватар. Ну, я и не хочу задаваться этим вопросом, почему, потому что, ну, блядь, все сны, бредовые, просто, ну, пиздец. Зачем вообще задумываться об их смысле, что они значат и так далее. Все эти ваши сонники, значения снов и так далее, это... Блять, это какой-то бред, как по мне. Потом мне еще минимум 1 раз повторялся этот сон, но я уже не помню, повторялся ли этот сон 3 раза. Ну, больше 3 раз. Потому что я вот четко запомнил в своей голове, что мне 3 раза приснился этот челик, и я идеально помню его. Но сейчас я вот такой пытаюсь вспомнить, и... А может 4 раза было или 5 раз? Ну, в общем, странное дело такое.
Дальше на примете я уже не вспоминаю никаких прям таких особо интересных, страшных снов, которые у меня были в детстве и, ну, подростковой моей жизни. Единственное, что я заметил, и что интересного я вообще могу рассказать, как я начал относиться к моим страшным снам вообще за свою жизнь. В детстве, примерно где-то там до 11-12 лет, я, ну, боялся их. Ну, страшный сон. Ну, просыпаешься в холодном поту и такой: блядь, не хочу засыпать, лишь бы она снова не приснилась, лишь бы снова не приснилась. Ну, в общем, да, самое типичное поведение человека, когда ему приснился сон. Ну, я это объясняю тем, кто не снятся сны, потому что такие люди бывают. Ты с каким-то трудом берешь, просыпаешься посреди ночи и боишься засыпать дальше. Ты просто лежишь в кровати, ты не думаешь, блин, закрывай глаза или нет. Боишься, что сон продолжится. У меня лично редко сны берут и продолжаются сразу же после того, как я проснулся. Это бывало, но сны могут продолжаться. Помню, один раз у меня так приснилось, где-то, наверное, в 9 лет около. Просто страшная бабка, которая, знаете, Баба-Яга, прям вот настолько страшная, с когтями. И, в общем, она знала мое уязвимое место. У меня вот на теле есть уязвимое место, где мне просто невероятно больно. Я вот спустя годы, вот буквально где-то в течение 3 лет недавних, я только недавно узнал, что, оказывается, это я такой ненормальный. Оказывается, это у меня такая патология в этом месте. Знаете, почему я вам не рассказываю, что это за место? Нет, это не между ног. Я вот просто сижу и думаю, что если меня когда-нибудь в жизни будут пытать, ну знаете, как в фильмах берут и пытают, чтобы выудить информацию. Если они будут знать об этом месте, блять, я им всю семью с потрохами сдам, лишь бы перестали мучить меня в этом месте. Ей-богу, вот настолько мне больно в этих местах. И в страшных снах у меня часто такое бывало, что меня за эти места трогают. Ну как трогают? Больно там делают. Нет, ничего пошлого, ничего такого. Просто, по сути, уколы делают, но в нужные места. Кстати, прикол. Мне вот недавно приснился сон, по сути, не из страшных, но он очень похож на один страшный сон, который я только что вспомнил, пока вам его рассказывал. Я думал, я уже ни хрена не помню с того, что у меня было в детстве в плане страшных снов, но сейчас я вспомнил. Коротко говоря, я играл в очень страшную игру, ну, по сути, находился в очень страшной видеоигре, хоррор. Там были черные, прям очень контрастные черные, темные тона, были призраки различные. Мне, наверное, было еще 7 лет, наверное, в этот момент. Я тогда страшные игры даже не пробовал никогда. Максимум Painkiller. Наверное, поэтому я и вспомнил про этот сон. Ну, во сне я вспомнил про призраков и все такое, потому что в детстве меня однажды батя взял. Я хотел поиграть, видел, как батя играет в Painkiller. Ну, я тогда даже не знал, что это за игра. В общем, он сидел, играл в нее, и я такой попросил: пап, а дай мне тоже, я хочу поиграть. А он такой берет и включает самый страшный уровень. Я такой: блять, ну нахер. Но потом мне он еще раз дал поиграть в эту игру. И знаете, что он мне включил? Я такой: а можно другой уровень? А он такой: знаете, включу-ка я ему босс-файт с гигантским огромным боссом из Painkiller. Вы понимаете, насколько я в детстве не понимал, как это убивать, а как? Я стреляю в него, а ни хрена никак. В общем, батя хорошенько над мной поржал. Вот бы так же поржать над ребенком, когда у меня он будет. Так, я тут заметил, я отошел от темы. В общем, мне снился страшный этот сон, примерно похожий на Painkiller, только менее насыщенный, с призраками и хер знает еще чем. И дело было в том, что я находился в каком-то домике в лесу без растений, ну, без листвы, деревья будут. Короче, деревья, голые деревья, страшный туман, все такое. И я убегал от всех этих монстров. И у меня была самая главная проблема в этой игре. Не работала кнопка Escape. То есть геймеры сейчас понимают то, что Escape — это священная кнопка меню. Ты нажимаешь такой на Escape, выходишь из игры и все, игра закончилась. Ты можешь не бояться, не ждать, когда все это закончится. Ты просто взял, нажал Escape, и ты в безопасности. Ты поставил игру на паузу. Ты можешь отойти посрать или еще что. В общем, Escape — это священная кнопка, но она у меня не работала. Я нажимал Escape, а игра продолжалась. Игра была без паузы.
И это вызывало у меня очень дикий страх. Прям, ну вообще очень страшный. И самый прикол в таком, что мне вот буквально 4 дня назад приснился сон, где я тоже не мог выйти из игры. Он не был страшным, но я застрял в видеоигре. Я думаю, сделаю об этом когда-нибудь видеоролик, когда дойдет до него дело. Ну, сон уже записанный, сидит, ждет, когда я возьму и запишу его на канал. Еще один из вариантов, какие сны мне снились, это было страшные сны с пауками. Ну, то есть у меня в детстве была арахнофобия, в принципе, в основном из-за страшных фильмов про пауков. И она довольно долго у меня сохранялась. В данный момент я уже не так сильно боюсь, но ну, если ты увидишь какую-то огромного паучиху, даже если тебе скажут, она безопасная, ты все равно захочешь ее прихлопнуть. В общем, где-то как минимум 3-4 раза в год мне снилось страшный сон, когда, ну, может, ты находишься у себя в комнате или дома, и повсюду, просто повсюду очень много пауков. Много разнообразных, мелких, ядовитых, гигантских и малюсеньких. И все они разнообразные. Ты не знаешь, кто ядовитый, кто нет. И, ну, для арахнофоба это невероятно страшно. И проблема в том, что я, по сути, нахожусь в своем доме и так далее. И тебе бы, как бы, надо бы прибить этого паука, чтобы, ну, на всякий случай проблем не было. Но, блять, их там так много. Я боялся коснуться их чуть-чуть, чтобы они меня там заметили и еще чего. И паутины было просто повсюду. И очень много пауков. Один из таких самых запоминающихся был, там прям посередине комнаты дерево у меня было. И оно было полностью в паутине. Чуть-чуть пошевелил, где-то 50 штук пауков разнообразных вышло оттуда и... Блять, это было очень страшно для меня. Сейчас страшные сны с пауками мне уже давно не снятся, разве что один раз был, совсем один раз, где-то 2 месяца назад. Но там не было прям огромной кучи, просто 4 где-то паука, 3-4 очень, ну, с размеру ладони, на вид ядовитые, очень ядовитые. И хер знает, где они находились. А, вспомнил. Все-таки их было дохера, но они были где-то там под кроватями, во всяких темных уголках дома. Ну, в общем, я, конечно, не так уже сильно испугался, но мне все еще было некомфортно. Да. Ладно, я чуть-чуть тут сижу, смотрю на хронометраж видео. В принципе, вроде как уже нормально. Можно уже сидеть и заканчивать, но у меня все еще в голове есть несколько мыслей, которые я бы хотел рассказать. А именно то, почему мне начали нравиться... Блять, точно. Я же забыл рассказать. Я же забыл рассказать, почему мне начали нравиться страшные сны. Я такой, блин, в первые 30 секунд ролика взял, заинтриговал, интригу создал. Да, я такой взял, вдохновился одним комментарием одного человека с предыдущего канала, когда сказал, интригует, ну, интригует. В общем, теперь я сижу и думаю, блин, может постоянно интригу создавать. В общем, дело такое было, что я... С чего я вообще остановился? Я рассказывал о том, что где-то в 12 лет я начал иначе воспринимать страшные сны. Мне начали нравиться они. То есть, вместо того, чтобы бояться эти сны, я просто взял и поставил себе правила в голове. Воспринимай их как что-то интересное, как что-то, что пытается и старается тебя напугать. То есть, приснилась тебе какая-нибудь страшная ебота, какая-нибудь... В общем, что-то очень страшное. И знаете, как я на это смотрел? Бля, а ведь качественно. Эта штука пытается напугать меня, и, блять, я чувствую в этом качество. Я такой, как критик, смотрю оцениваю на то, насколько сильно меня пытается напугать кошмар. И с каждым годом это становилось все лучше, лучше и лучше. У меня все еще бывали сны, где я не оценивал, насколько этот сон страшный, и я просто усирался. Но большую часть снов страшных я просто воспринимал как качественный контент, где сон отлично старается меня напугать. И вот так вот я позитивно начал смотреть на них вообще. Мне вот недавно, ну месяц назад, по-моему, приснился один сон, очень черный, прям максимально черный сон. Он меня настолько сильно впечатлил, что... Кстати, он тоже был страшным, но я этому даже рад был.
Прямо во сне. В общем, он меня настолько сильно впечатлил, что я даже сижу и думал, что первый ролик на канале сделать о нем. Но потом сижу и думал, что может сейчас рассказать об этом. Но, блин, посмотрите на хронометраж. Тут уже что, 18 минут где-то или 19? Ой, ё-моё, даже 20, ё-моё. В общем, хронометраж уже заканчивается, и надо бы заканчивать говорить. Да, надо заканчивать говорить. Ой, как бы закончить говорить, как бы закончить говорить, как бы закончить говорить. Чтоб такое сказать-то? Да, это не отрезанный кусок монтажа. Вы все равно досидели до конца ролика, и знаете, вы уже свое дело сделали. YouTube уже видит, что вы посмотрели весь ролик, так что я могу сидеть и не стараться под самый конец. Кайф же. Сижу, оптимизирую себе работу над видеороликом и не мучаюсь ни с чем. Заебись. В общем, вот такие вот дела у меня насчет кошмарных снов. В принципе, можно еще было бы взять, покопаться, чтобы можно было такого рассказать, какие у меня в текущие сны снятся и так далее, но я думаю, самое интересное и самое такое, ну, подходящее для контента, для видеоролика, я рассказал. Спасибо вам за просмотр. Если вы все еще не нажали на кнопку выключить это видео, я бы попросил вас досмотреть буквально до секунду, когда закончится этот ролик. Ну, то есть прямо сейчас.